А? Ох, прибежала, запыхала. Почта России бежала. Устала. Отправляла заказы. Так, ребята, у меня розовая Астана. Что-то мне захотелось ее, вы знаете. Она прям такая лежала, красивого пудрового цвета. Я подумала, что, наверное, надо мне ее вкусить. Не разломаю. Вот такая трещина. Не разломается, мне кажется. Так, поехали. Какие страшные звуки за окном. Блин, на вкус мыло. Прям вот как мыло. Только сегодня я думала о том, что нужно добавить в ассортимент глин. В свой ассортимент глин. Провести рейд по карьерам. Буду сбивать оскомину теткина. Липкость снимать после Астаны. У меня сегодня была важная встреча по поводу пиления мела. Мы ищем хороший станок для распила. Или американский, или японский. Блин. Вот мы его нашли в Питере, в Санкт-Петербурге. И теперь думаем, правильно, как его завести, транспортировать в Курск. Так что скоро будет у нас станок, которым будем и пилить. Проблема у многих решится. Покупателей, которые не хотят большой опт закупать у тех, кто пилит, а хочет, там, 2 килограмма купить пиленого. Я 4 года, 3 над этим думала. То беременная была, то ребенок родился второй, не до этого была. А сейчас как-то так звезды сложились, что за неделю мы разгребли все вот эти шаги, которые вели к напилу, распилу. И вот, видимо, я должна была с этой мыслью прожить 3 года, чтобы сейчас к ней подойти основательно. И с пилином будем выходить на Wildberries. На Wildberries, конечно, будет фишка, которая ни у кого нет. Мы попозже хотим ее воплотить. Сначала просто начать пилить. А потом, благодаря нашим мудрым друзьям, которые подсказали, мы запустим просто пушку. Такого нет ни у кого. А чтобы выйти на этот новый уровень, мне всего-навсего нужно было провести 3 года, да? Просто продавая мел. Но я искренне верю, что каждому нужно пройти определенный путь, всему свое время. И я признаю честно, я очень долго себя корила о том, что почему ты не подойдешь там к пилению, к какому-то новому формату, там продаж. И ругала себя. Но поняла, что действительно
Всему свое время. Я должна была прийти морально, духовно, ментально к этому событию. И вот мой жизненный путь все равно пришел в эту точку Б. У нас будет сейчас ребрейдинг, если это можно так сказать. У нас будет сейчас серьезное вливание финансовое в распил, в новые идеи, в новые задумки. И я жертвую на это все покупкой сейчас дома. Вот представляете, когда я говорила, что у меня очень сложный период май, такой раскачивающий, и я не просто так об этом говорила, у меня стал выбор. Опять пойти на поводу вот этих человеческих желаний, как это было раньше. Там, начать заниматься, расширять производство, там, пилить. Блин, надо ипотеку закрыть. Блин, надо тачку новую купить. Второй ребенок родился. Мне сейчас тоже не время деньги вливать. И вот я только поделилась вам, что я хочу купить дом. Мы нашли место. И вселенная опять расставляет все на свои места и говорит: ну ты там пилить вроде хотела что-то, да? Все откладывала. Ну давай тебе еще одно испытание. Вот сейчас на чаше весов твой дом в шикарном месте, живописном. А на другой опять твой бизнес. Вот что ты сейчас выберешь? Пойдешь опять в сторону улучшения там своих качеств, улучшения жизни, да, своей жизни, своих близких, детям и так далее. Либо все-таки чаша бизнеса перевесит. Это был сложный выбор. Но я его сделала. Я до сих пор еще нахожусь в таком немного шоке, как я могла оказаться в такой ситуации, что нужно было выбирать. Я уже мысленно ходила по этому лесу красивому, строила там баню. Мангал у меня вот тут стоит, тут у меня газон, тут у меня рис. И судьба, она прям знала, когда ударить. В этот раз я выбираю бизнес. Я очень долго оттягивала. Я очень долго поддавалась каким-то веяниям души. Вот там, давай еще одну квартиру купим, давай то, давай сё. Сейчас не время. И когда вот в этом мае произошло такое событие, я поняла, что либо сейчас, либо никогда. Поэтому, ребята, я выбираю свое дело. Я очень долго... Ну, сказать, что топталась на одном месте, наверное, неправильно. Я прирастала во всех смыслах за эти годы. И расширялась. Ну, в общем, наверное, о таких вещах не говорят вот так, с кондачка, как я сейчас. Но я, наверное, отдельный выпуск посвящу этому всему, расскажу еще более подробно. Сейчас просто в таком быстреньком, как говорится, что на душе лежит, то я рассказываю. Поделиться с вами. Вот. Так что пока, наверное, мы остановимся на моменте куда-то вложить деньги. Наверное, вторую квартиру купим. А дом я куплю тогда, когда плотненько зайду с пиленным во все возможные просто инстанции на Marketplace. Тогда, наверное, вернемся к вопросу с домом. Но что-то мне внутри подсказывает, что сейчас не время снова рисковать бизнесом. Говорить нет. Не время. Так что, насколько это мудро, и это вообще мудрое решение. Но вот такие новости. Так что в июне я уже уверена, что будет пиленные сорта от меня.
Начнем с Илинского, потому что он более всего подходит для пиления. И самое важное, в конец видео, что я решила поместить, что для первых покупателей, это первая партия, эксклюзивная, да, распила. Всегда любят, люди стараются, там, когда кто-то запускает какое-то производство, быть одними из первыми покупателей, ну, как это знаменательное событие, да, там, прикоснуться к истории. Так вот, первый распил наш будет, не знаю, 100-200 килограмм, пока подумаем, по самой низкой цене. То есть это первая партия, которая будет по низкой цене, потом будет дороже. Пиленый, безымянный, конечно, я напилю, но пока для себя. Не очень понимаю, насколько он подойдет для распила, поэтому хочу начать с Илинского. Так что вы, ребятки, в ютубе, как всегда, узнаете первое об этих моих решениях. И я знаю, что среди вас точно есть люди, которые будут покупать в первой партии этот пиленый мел. Так вот, вы прикоснетесь реально к истории. Позвонил Игорь, везет детей. Пора закругляться. Какая Наташа? Да, производство вещей. Нет, Наташа какая? Ну, конечно, Наташа. Так, давай. Для чистоты эксперимента. А?